последнее время вокруг фигуры помощника министра и официального представителя МВД генерал-майора полиции Ирины Волк начинают циркулировать неприятные слухи, бросающие тень не только на нее, но и на все силовое ведомство. На фоне этих разговоров появилась информация о ее скорой отставке. Разберем все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Будет интересно. Просьба поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, продолжим наш разговор. Стоит отметить, что слухи о возможной отставке Ирины Волк ходят уже давно. Впервые они начали распространяться в начале текущего года. Мы рассказывали об этом. Среди причин ухода назывались регулярные неудачи Волк в различных аспектах работы, включая взаимодействие со СМИ и мониторинг социальных сетей. Утверждалось, что она уже нашла для себя теплое место в руководстве ВГТРК. Однако время шло, и генеральша продолжала появляться на телеэкранах в своей форме. Новая волна слухов об увольнении Ирины Волк поднялась сейчас. Если раньше речь шла о провалах в профессиональной деятельности, то теперь возможную отставку связывают с чрезмерно роскошным образом жизни, который она ведет вместе со своим мужем Филиппом Золотницким. Золотницкий занимал должность начальника Главного управления, Центра мониторинга и оперативного контроля Федеральной таможенной службы РФ. Все началось с публикации на телеграм-канале ВЧК АГПУ, который обратил внимание на строительство, затеянное этой парой чиновников в престижном Одинцовском районе на очень дорогой земле. Несмотря на то, что этот источник, по слухам, финансируется беглым олигархом и иноагентом Ходорковским, информация все-таки заслуживает внимания. По данным ВЧК АГПУ, пара высокопоставленных силовиков уже несколько лет строит уютное семейное гнездышко на территории исторического поместья в Одинцовском районе Подмосковья. В их внушительном по размерам владении расположены исторические каскады прудов, березовая роща, выход к реке и, конечно же, сам особняк. Чета Волк Золотницкий учли многие ошибки разоблаченных коллег-коррупционеров и подошли к делу со всей степенью серьезности. Все объекты были оформлены на цепочке не связанных на первый взгляд с хозяевами номиналов. А процедуры по легализации и захвату государственных 3 гектаров леса и берега реки выполнены так, чтобы исключить возможность любого информационного шума, утверждает ВЧК АГПУ. Автор канала также сообщает, что в селе Трубачеевка на земле рядом с рекой Ликова неожиданно изменили назначение, разрешив индивидуальное жилищное строительство. Позже на территории, где когда-то располагался пионерский лагерь, появились 2 роскошных особняка. По сведениям ВЧК АГПУ, со ссылкой на местных строителей, Ирина Волк якобы неоднократно посещала Трубачеевку и лично руководила строительством. Общая площадь имения составляет около 3 гектаров. Вокруг участка, примыкающего к берегу, возведен прочный забор с видеонаблюдением, а периметр охраняется частными охранниками. На все жалобы о закрытом доступе к береговой линии соответствующие инстанции отвечают сухо. Территория арендована СМТ «Рассвет» на 49 лет. На участке площадью более 3 гектаров с собственным лесом, берегом реки и внушительным автопарком построен целый порт, который чиновники в документах обозначили как гидротехническое сооружение. Фактически же видно, что это очередной замок высокопоставленных силовиков, решивших свить семейное гнездышко в заповедной Трубачеевке. По словам местных жителей, к владениям офицеров в погонах присоединили еще один участок, который оградили забором с камерами через каждые 15-20 метров. Этот участок передали в аренду номиналам из СНТ «Рассвет», которая возглавляет муж бывшей сотрудницы таможни, работавшей с Филиппом Золотницким, продолжает свои разоблачения в ВЧК АГПУ. После того, как эта информация была обнародована в сети, меры безопасности на территории имения были усилены. Вдоль ограждения с камерами изнутри были установлены камуфляжные сетки. Мало того, в распоряжении ВЧК АГПУ оказались ответы от Минприроды и Комитета лесного хозяйства на письма активистов, когда это поместье только начинало строиться и никто не знал, чьи это угодья. Любопытно наблюдать за тем, как чиновники профильных организаций поначалу проводили осмотры, фиксировали нарушения, забор, отсутствие плана освоения леса и так далее, и обещали привлечь виновных лиц к ответственности. Но затем хозяева объявились и запретили чиновникам давать какие-либо комментарии по этому поводу, дополняет информацию автор канала. Также в интернете распространяется информация о том, что наша героиня имеет связи с московским клубом First and Only, расположенным на 2 нижних этажах жилого дома бизнес-класса «Алиса» на Иваньковском шоссе. Косвенно это подтверждается тем, что среди совладельцев клуба числится Алексей Алексеевич Золотницкий, отец Филиппа Золотницкого, который не мог физически управлять бизнесом из-за паралича.
Кстати, Золотницкий-старший известен в кинематографических кругах благодаря роли дворецкого Роджерса в знаменитой советской экранизации «10 негритят» Агаты Кристи. Ирина Волк отрицает свою причастность к First and Only, так как по своему служебному положению она не имеет права заниматься бизнесом. Что в вышеизложенной информации правда, а что ложь, мы не беремся судить, тем более, что сама Ирина Волк никак это не комментирует. Для многих озвученная информация кажется невероятной, поскольку и она, и ее муж всю жизнь работали в госструктурах и не занимались коммерцией. Поэтому, если это окажется правдой, возникнет вполне закономерный вопрос. Как пара обычных чиновников умудряется вести жизнь миллиардеров? Ходят слухи, что эта показная роскошь уже привлекла внимание компетентных органов, которые начали проверки по выяснению источников неожиданного богатства чиновников. 9 июня даже появилась новость о задержании Филиппа Золотницкого, хотя официального подтверждения нет. Но известно, что дыма без огня не бывает, поэтому вполне возможно, что скоро мы услышим о разоблачении очередных высокопоставленных чиновников с активами на миллиарды. Тем не менее, знакомые Ирины и Филиппа утверждают, что такой образ жизни они могут себе позволить благодаря многолетнему труду и экономии. Якобы супруги удачно инвестировали деньги в недвижимость и другие активы, что и привело к улучшению их благосостояния. Однако подобные заявления вызывают сомнения у россиян, которые уже привыкли к тому, что самые успешные в стране бизнесмены и инвесторы нередко оказываются связаны с высокими чиновничьими постами. Что касается самой Ирины Волк, то ее давно уже критикуют и обвиняют в том, что она добилась головокружительных карьерных успехов исключительно благодаря загадочному высокому покровителю. Когда ей было присвоено генеральское звание, многие начали обсуждать, что сотрудники, не связанные с непосредственной полицейской деятельностью, не должны носить погоны, особенно генеральские. Все эти Ирины Волк, тыловики и штабисты, должны быть простыми наемными гражданскими специалистами, отмечал тогда администратор интернет-сообщества в отставке, МВД полиция. Однако, судя по всему, в ближайшем будущем недоброжелатели Волк смогут вздохнуть спокойно. Как только начали распространяться неприятные слухи, ряд СМИ тут же заявил о скорой отставке миловидной генерал-майора полиции. Уже стали появляться предположения о том, кто займет ее место. Среди вероятных кандидатов называют высокопоставленных офицеров МВД с опытом работы в пресс-службе. Сообщается также, что формат подачи информации изменится. Вместо эффектной внешности и яркого макияжа новый представитель будет более сдержанным и профессиональным, подавая информацию сухо, как это делал Игорь Коношенков из Минобороны. Но повторимся, что никаких официальных подтверждений этих слухов пока нет. Тем не менее, ситуация вокруг пары чиновников остается крайне напряженной. Если ведется разбирательство по поводу незаконно нажитых богатств, его результаты пока не разглашаются. В кулуарах МВД все чаще звучат голоса о необходимости серьезной чистки ведомства от потенциально коррумпированных сотрудников. Об этом недавно говорил и сам министр Колокольцев. Что касается поставленных задач, это в первую очередь борьба с коррупцией среди чиновников и других граждан, сохранение бюджетных средств, выявление фактов должностных преступлений и, безусловно, борьба с коррупцией в наших собственных рядах, подчеркнул министр. Последует ли за словами дело, вопрос остается открытым. Однако внимание к ситуации с Ириной Волк нарастает и вызывает все больше вопросов. Действительно трудно понять, как семья, всю жизнь проработавшая в госструктурах, смогла накопить столь внушительный капитал. Разговоры об удачных инвестициях и трудолюбии не выдерживают никакой критики. Даже если предположить, что высокопоставленные чиновники получали официальную заработную плату по 200 тысяч рублей в месяц, то для того, чтобы обустроить земельный участок в 3 гектара в элитном районе Подмосковья, им потребовалось бы минимум 10 жизней. Практика показывает, что некоторым чиновникам хватает буквально несколько лет, чтобы обеспечить себя и своих потомков на долгие годы безбедной жизни. За примером далеко ходить не надо. Вспомним случай с коррупционером Маратом Тамбиевым, майором юстиции и сотрудником Следственного комитета. По версии следствия, этот сотрудник правоохранительных органов собирал биткоины на сумму в 24 миллиона долларов. Он хорошо разбирался в современных технологиях и переводил деньги в криптовалюту, осознавая, что ее стоимость со временем растет. Однако воспользоваться ими Марат уже не сможет. Как простой следователь внезапно стал состоятельным человеком. Однажды к нему обратился адвокат с жалобой на силовиков, оказывающих давление на его клиентов. Этот адвокат представлял группу хакеров, граждан Казахстана и Эстонии, которые продавали в Даркнете персональные данные и банковские реквизиты иностранных граждан. Эта преступная группа создала активный серый интернет-рынок, переехала в Москву и арендовала офис в Москва-Сити.
Юридическую поддержку оказывал тот самый адвокат, чьи услуги были весьма недешевы. Однажды хакеров посетили сотрудники ФСБ с обыском по наводке двоюродного брата одного из хакеров, который сотрудничал с подполковником, руководившим операцией. Силовики изъяли 5 миллионов рублей. Заметим, что даже бывший заместитель экс-министра обороны Тимур Иванов обвиняется в меньшей взятке. Тамбиев подключился к расследованию и представил дело так, будто обыск был грабежом. В итоге подполковник, управлявший операцией, и двоюродный брат одного из хакеров оказались за решеткой. За эту услугу Тамбиев получил деньги и начал закрывать глаза на действия хакеров. Однако затем группа попала в поле зрения оперативников за создание незаконного маркетплейса, и дело передали другой следовательнице, Кристине Лиховенко, которая также брала взятки. Когда изъяли оборудование у хакеров, обнаружили криптокошельки с более 5000 биткоинов. Тамбиев предложил не арестовывать криптокошельки, а разделить деньги с фигурантами дела. Однако один из участников решил рассказать все ФСБ и под их контролем дал взятку майору. После того, как Тамбиева поймали, его дом обыскали. Никаких признаков роскоши или дорогих автомобилей не нашли. Однако один из сотрудников обнаружил на компьютере папку под названием «Пенсия», где хранились биткоины на 24 миллиона долларов. Балашихинский городской суд принял к рассмотрению дело против бывших сотрудников Следственного комитета Марата Тамбиева и Кристины Лиховенко. Им предъявлены обвинения в получении крупнейших в истории России взяток на сумму более 1,5 миллиона долларов и 2718 биткоинов. Это эквивалент 7,3 миллиарда рублей, как показали данные судебной картотеки. Марат Тамбиев руководил следственным отделом по Тверскому району Москвы. Ему инкриминируется 10 эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере, 4 эпизодов подготовки к получению взятки и превышения должностных полномочий. Его подчиненная Кристина Лиховенко, старший лейтенант, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу. Но возвращаясь к нашей истории, хочется надеяться, что в случае с Ириной Волк это не так. Кто бы что ни говорил, но наблюдать за ней на экране было одно удовольствие, особенно для мужчин. Хотя, с другой стороны, внешность не всегда играет решающую роль. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!